Если говорить еще о феноменах в нашей сборной, мне кажется, что к их числу можно отнести Камилу Валиеву. Ну, это я уже озвучивал, это говорил, что Камила, во-первых, это очень талантливый человек. Я могу сказать, что мало от кого исходит сияние. Она светится, и это видно. Человек светится. Вот. И я думаю, что на этом сияние, свет основывается вообще ее вот работа фигур. Это даже не работа, ее фигурное катание. Вот. Но, насколько я знаю, ты вообще являешься ее фанатом и пророчил ей Я даже люблю ее балетное очень. будущее, если бы не Да, фигурное но катание. такие ноги, такие линии, потому что балет это искусство очень тонкое, и не каждый человек сможет быть балериной, да. Если бы она бы попала бы в хореографическое училище, то бы ее бы воспитали бы очень хорошо именно по балетному. Вот у нее, потому что очень длинные ноги, длинные руки, шейка. Поэтому по линиям, по всему, по пропорциям это прям артистка балета. Как давно ты наблюдаешь за этой спортсменкой и насколько за вот этот период, да, твоего наблюдения за ней человек раскрылся именно в плане артистизма и работы со зрителем на льду? Ну, во-первых, те программы, которые ей ставили, они были ей по возрасту, да. Это девочка на шаре. Да. Отличная программа. Детская такая, да. Мгм. Она такая сентиментальная. В 40, там, в 30, да даже в 25 лет эту программу уже, ну, не будут катать, да. Вот там в 13, в 12 самое то, да. Мгм. Да, там я не помню, сколько ей было, ну, Ну, где-то где-то так, ну так, да. по-моему, и было. Вот. Потом та программа, которая как бабочка, у нее там такая в фиолетовом костюме она работала. Но тоже, да, для юной такой вот, как Джульетта из Шекспира, да. Потом Болеро. Ну, Болеро это тоже другая чуть история. Не каждая артистка балета сможет исполнить Болеро. Или там Дон Кихот, например, балет такой есть. Лебединое озеро. Не каждая, потому что есть амплуа. Есть роль, которая подходит. Это как я в ансамбле. Я не танцевал русских номеров. Но я не русский. Я работал аргентинские, калмыцкие, узбекские. Все, что мне подходит. Цыганские, еврейские. Но не русские. Но с Камилой вот тут попало, потому что они не взяли за канву постановку Бежара, не взяли за канву постановку Нижинского, потому что до Бежара эту постановку поставил Нижинский. Это Испания вообще. В априори это испанский танец. Они взяли чуть-чуть другой образ. Образ змею, вот эту магию какую-то, да. И она смогла это показать, потому что она понимала это. Испанку она, может быть, бы и не показала. Можно ли считать тогда, отталкиваясь от твоих слов, программу, именно постановку для Камилы Валиевой «Болеро» программой эталоном? Эталон это очень громко, но хороший, да. Нету эталонов. Что такое эталон? Ну, что такое эталон? Ну, если ли так подумать, да? Ну, я бы, наверное, охарактеризовала в данном случае это слово, да, как что-то такое, что можно брать за основу в дальнейшем и, может быть, как раз-таки копировать, повторять, но то, что ты не любишь. То, о чем мы уже сегодня поговорили. Человек должен творить и созидать, создавать, а не копировать. Но когда к тебе тянутся для того, чтобы попытаться повторить этот образ, это, безусловно, что-то да Наверное, значит. наверное. Но так как Камила сделает, мало кто сможет. Вот. То, что произошло на Олимпийских играх,
Как ты вообще это воспринял? Ну, а чё воспринимать? Это обидно, это неприятно, но это наши реалии, и от них мы никуда не сможем уйти. К сожалению, как бы нам бы всем бы этого бы не хотелось, но мы не сможем от этого уйти. Мы вот в этом уже все. Нельзя отмотать эту всю историю назад. «Машина времени», да? Фильм был известный. А я что-то там не так сделал, и будущее пошло неправильно. Нету машины времени. Мы живем в наших реалиях, и мы должны именно жить, как нам предоставляют эти обстоятельства. Я расстроился, конечно. Я расстроился. Я с Марком разговаривал, со всеми. Ну, что поделать? Ну так. Ну а как ты думаешь, она будет и дальше кататься для того, чтобы впоследствии выступать на международных стартах после Не отстранения? хочу показаться эгоистом, но скажу эгоистически. Я хочу, чтобы она каталась. Но это очень эгоистически с моей стороны.